Мягкость и забота или истеричность и неуравновешенность? За что же отвечает Луна в нашем гороскопе? Друзья, в этом видео мы поговорим с вами про основные функции и характеристики Луны в гороскопе. А это канал Astro Guide, твой проводник в мир астрологии простым и современным языком. Я его ведущая Александра Ващилко. Поехали! Луна– это еще одна очень важная планета в нашем гороскопе. Это светило наравне с Солнцем, но у нее абсолютно другие функции. И мы с вами говорили, что Солнце– это про внешнее проявление, а Луна наоборот, она про внутреннее проявление человека. Это по сути как душа человека, что-то такое хрупкое, тонкое и достаточно личное. Ведь человек без души– это по сути не человек, а робот. И в ведической астрологии Джьотиш Луна занимает центральное положение, потому что рассматривает человека с точки зрения его души, с точки зрения того опыта, за которым душа пришла в этот мир. И тут не идет речь про какие-то вот именно материальные достижения и про материальные привязанности. Тут речь идет именно про опыт, про впечатления и эмоции, про уроки, которые надо извлекать, про душевные привязанности. И как результат этого опыта проявляется первая функция Луны– это эмоциональная реакция. И вот, например, происходит какое-то событие, допустим, даже какое-то негативное событие. Событие– это уже совершенный факт какой-то ситуации. Но каждый человек этой совершенной ситуации будет придавать свой эмоциональный окрас. Кто-то посмеется и скажет, ну прикол, а что, так вообще бывает, да? Кто-то впадет в ступор и скажет, ну я вообще ничего не понимаю, что вообще произошло. Кто-то начнет биться, например, в истерике с яркой гиперэмоциональностью, да, и там с ручьями слез. Кто-то воспримет ситуацию с агрессией и начнет выяснять там с кем-то отношения, рушить все вокруг еще больше. А кто-то хладнокровно понаблюдает, оценит ситуацию и сразу начнет накидывать варианты решения вот этой проблемы, либо каких-то дальнейших действий. То есть на одну и ту же ситуацию у разных людей будет разная эмоциональная реакция, то есть разный импульс. И это формируется за счет того, что у всех у нас в гороскопе Луна находится в разных положениях. И в целом Луна, она олицетворяет именно внутренние чувства человека. То есть это не только его эмоции на какие-то конкретные ситуации, да, а каждый день мы что-то с вами чувствуем и подсознательно принимаем какую-то манеру поведения. То есть Луна– это наше повседневное настроение в том числе. И если у человека Луна гармонична в гороскопе, то человек находится всегда в хорошем расположении духа, у него нет вот этих чрезмерных колебаний настроения, он умеет контролировать свои эмоции и способен находиться в балансе, в равновесии даже в самых сложных для него ситуациях. А если Луна в гороскопе не совсем гармоничная, то, скажем так, происходят постоянные эмоциональные качели. Что чувствую, то сразу и показываю. И эти чувства, они постоянно накрывают человека. Он не может им противостоять. Он становится рабом своих эмоций. Или человек все время находится в каком-то плохом настроении, и вот может быть проявлена вот эта эмоциональная нестабильность. И вот когда ты общаешься с таким человеком, то очень важно на самом деле фильтровать свою речь, да, чтобы малейшим словом не задеть его чувства и эмоции, соответственно, не вызвать лишних перепадов настроения. Потому что у таких людей, как побочный эффект от Луны, может опять же проигрываться такая ситуация, что сам себе придумал, сам поверил, сам себя накрутил на ровном месте, и потом своими эмоциями он начинает терроризировать других людей вокруг. А если у человека проявляется, например, грусть, страх, пессимизм или наоборот какие-то необоснованные вспышки гнева и раздражения, то знайте, что это тоже проделки Луны на повседневной основе. И одно дело, если это для человека является, скажем так, образом жизни, да, значит, Луна у него, скажем так, повреждена вообще от рождения, то есть в целом в гороскопе. А если это является временным явлением, то значит, таким образом Луна балуется именно в транзите. Поясню, что транзит планет– это текущее положение планет на небе. То есть даже несмотря на то, что гороскоп у нас формируется в момент рождения и уже закладывает какие-то ключевые тенденции по событиям и по манере поведения человека, ну, на всю его жизнь,
все равно планеты потом у нас продолжают двигаться постоянно по небу, и их текущее положение на небе также дает определенный отпечаток на нашу повседневную жизнь и событийность. И так как Луна — это самая быстрая планета, потому что Луна за 28 дней проходит полный свой цикл по 12 знакам зодиака, соответственно, она меняет свое положение каждые 2,5 дня, то есть каждые 2,5 дня она находится в новом для себя знаке зодиака в транзите, и настроение человека и его самочувствие, так же как и Луна, может меняться каждые 2 дня. Такой вот происходит эффект. Луна также у нас отвечает в гороскопе за самочувствие, но не за физическое самочувствие, как Солнце, которое мы разбирали с вами в другом видео, а за психоэмоциональное, потому что Луна у нас говорит, конечно же, о глубине эмоций, и это показатель нашей психики. То есть Луна показывает, с какими психологическими установками живет человек. Это бессознательное, это подсознание человека. То есть вот для сравнения, по Солнцу идет сознание и какие-то осознанные решения, а по Луне идет бессознательный импульс, который откликается на уровне чуйки, на уровне интуиции, на уровне эмоций. И вот, например, человек совершает какие-то действия осознанно, потому что ему, скажем так, надо, но на подсознательном уровне его воротит, ему неприятно это делать. То есть интуиция посылает такие импульсы. Или вот, например, другой пример. Вот есть, например, молодой красивый парень, да, который в душе хочет быть музыкантом, нравится ему это, а родители заставляют продолжать, например, династию какой-то профессии, которая ему совсем не нравится. И вот эти вот возложенные ожидания на ребенка на самом деле могут формироваться абсолютно по любому вопросу, когда вот родители давят на психику детей, потому что, видите ли, им с высоты своего жизненного опыта, конечно же, виднее. А то, что ребенок полноценная личность, ну, это как бы пока мало кого волнует. И вот как результат вырастают такие травмированные дети, которые потом ходят на сеансы к психологу, чтобы залечивать свои травмы. А вот травматизация психики, она как раз-таки идет по Луне, потому что Луна у нас отвечает за психику и за наше восприятие. И на самом деле вот эти травмы, они формируются именно родовыми программами. То есть родовые программы формируются за счет у нас взаимодействия планет друг с другом, либо за счет того, что они на небе формируют определенные геометрические фигуры по отношению друг к другу в момент рождения человека. И так как Луна у нас самая быстрая планета, то у нее гораздо больше шансов встать в какое-то взаимодействие или вот в какую-то фигуру с другими планетами на небе. И вот, соответственно, получается, что формируется определенный триггер, да, какой-то родовой сценарий психологического характера, который в процессе становления личности, там, например, либо в детстве или при каких-то других обстоятельствах жизненных проиграется и оставит отпечаток у человека. У кого-то это будут какие-то, например, страхи или фобии, у кого-то это будет подавление эмоций, либо иного характера психологическое насилие. И у кого-то это, как вариант, могло уже в детстве проиграться, да, у кого-то это может проиграться в более взрослом возрасте, например, в семейной жизни, в семейных отношениях. То есть я веду к тому, что так или иначе, за счет того, что Луна у нас планета быстрая, то получается, что все время рождается много эмоционально или психически травмированных людей, или которые, ну, могут стать таковыми. Да? Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени, кто-то в детстве отделается, кому-то в более взрослом возрасте придется пережить вот эти ситуации и эти эмоции. Но я не говорю, что у всех так. И как вариант на эту ситуацию по родовым программам мы также можем сделать срез по анализу Луны в гороскопе, в том числе и родителей, и в гороскопе ребенка. И получается, что, например, там в гороскопе мамы Луна давящая, и мама такой, скажем так, предводитель, манипулятор. Да, в гороскопе папы, например, Луна пофигистичная, и папа у нас друг, который всегда поддерживает. А вот в гороскопе ребенка тоже видно, да, во-первых, какое у него будет детство, потому что, ну, скажем так, дети до 8 лет, они живут бессознательно, они еще изучают этот мир через чувства, через эмоции, через прощупывание вот этих границ из серии там нравится, не нравится, они пробуют все. А осознанность формируется у них, скажем так, в процессе, да, например, когда там мама даст по попе, и вроде как становится понятно, что, ну, походу, вот именно так больше делать не надо. Но в любом случае они все на подсознательном уровне еще прощупывают, изучают, поэтому вот и говорится, что детки у нас живут по Луне.
Плюс Луна в нашем гороскопе – это показатель матери. И, соответственно, по Луне мы смотрим, какие отношения будут с мамой, как ребенок будет видеть свою мать. Ведь мама может быть, скажем так, по факту доброй и адекватной, но ребенок может ее как-то сторониться, бояться. Может быть какое-то недопонимание во взаимоотношениях. Также мы смотрим по Луне, есть ли угрозы здоровью и жизнедеятельности матери, ее самочувствие в разные периоды жизни человека. Или, например, можно увидеть, будет ли это приемная мама. И хорошо расположенная Луна, конечно же, говорит, что все будет замечательно. А вот если Луна расположена плохо, может давать какие-то конфликты, какие-то другие неблагоприятные ситуации, причем как по здоровью матери, так и в отношениях с ней. Плюс, если в гороскопе ребенка Луна находится в Дустханах, то есть 6, 8, 12 дома, и особенно в водных знаках, то это говорит о том, что могли быть какие-то проблемы в процессе вынашивания во время беременности матери. И с одной стороны, это могло проявляться как сильный токсикоз, да, когда эта беременность вообще, скажем так, не в радость. А с другой стороны, мать ребенка могла поддаваться какому-то психологическому насилию, например, там, от родителей или от так называемого супруга, да, из серии «что ты тут вообще забеременела», либо там этот ребенок вообще как-то не вовремя, ей предлагают сделать аборт и так далее, да. То есть идет такое, скажем так, эмоциональное насилие в процессе вынашивания, и, ну, скажем так, не для всех это может быть желанный ребенок. Либо это еще может указывать на какие-то сложные роды. Да? Но для того, чтобы, скажем так, сделать тот либо иной конкретный вывод, конечно, надо посмотреть дополнительные указания в гороскопе. Луна – это всего лишь, скажем так, пазл в этой истории. Ну и что-то, как всегда, мы начали за здравие, да, меня куда-то не туда понесло. Давайте про хорошее поговорим. Луна – это у нас показатель эмпатии, сочувствия и проявления заботы о других людях. И вот есть категория людей с проявленной Луной, которые нуждаются в проявлении этой заботы о других людях. И в какой-то степени они эту заботу могут даже иногда очень сильно навязывать другим, да, из серии там «а ты покушал, а шапку одел» и так далее. И тут речь идет про заботу и проявление именно нежных чувств по отношению к другому, что-то наподобие материнской энергии. Луна показывает, умеет ли человек сопереживать или нет. И вот мы с вами говорили, что Солнце показывает, как человек ведет себя в социуме с незнакомыми ему людьми. Да, там, например, с коллегами, с малознакомыми людьми и просто в обществе. А вот Луна наоборот, она показывает, какой человек дома, с близкими ему людьми, с друзьями, которому у человека есть доверие, и они, скажем так, тоже как семья. И вот бывает в жизни так, что иногда чужие люди тоже становятся гораздо ближе и роднее, чем семья по крови. И с ними человек тогда тоже ведет себя по Луне. А вот с кровными родственниками, которых в глаза, например, не видел, они по сути являются чужаками, и вот с ними тогда человек себя проявляет по Солнцу. Но мы сейчас говорим конкретно по Луну, и вот по Луне, собственно, выстраиваются такие очень близкие, доверительные отношения между людьми, даже формируется какая-то привязанность. И вот мы, когда строим совместимость между людьми, нам все-таки очень важно посмотреть, как Луна проявлена в гороскопах. И будет ли людям друг с другом комфортно, если вот у них вот этот, скажем так, психологический коннект, будет ли проявлена какая-то эмоциональная близость, или там наоборот будет, например, абьюз, сопротивление, подавление, да. Хотя по факту каждое положение Луны, оно, конечно же, прекрасно по-своему, и его можно проработать в плюс. И если вы хотите научиться, конечно же, выводить свою Луну в гармоничное русло, научиться расслабляться, понять, какие действия надо совершать целенаправленно, чтобы прокачивать свою психику, свое эмоциональное состояние, потому что для каждого человека стратегия, конечно же, будет индивидуальна. Я вас приглашаю на свой интенсив «Узнай секреты своего гороскопа», где вы получите инструкцию со списком конкретных действий, как усилить важные планеты и другие показатели вашей жизни конкретно по вашему гороскопу. Интенсив подходит в том числе для людей, которые ни разу не строили сами свой гороскоп, потому что вы научитесь строить гороскоп самостоятельно, выписывать важные ключевые показатели и получите 13 PDF-файлов с трактовками по каждому положению.
Конечно же, полученные знания вы можете применять и при построении гороскопов родных, близких, друзей, коллег и так далее. Описание и стоимость интенсива вы найдете по ссылке в комментариях в описании под этим видео. И это очень полезные знания для работы над своей жизнью, особенно если вы только новичок в астрологии. Давайте дальше. Луна – это показатель нашего ума, и она связана с памятью и ассоциативным мышлением. Люди с сильной луной в гороскопе обычно обладают хорошей памятью и способны ассоциировать информацию с определенными эмоциональными либо образными впечатлениями. У таких людей также хорошо развито воображение и, скажем так, творческое мышление. Поэтому они легко могут представить себе какие-то абсолютно различные сценарии, либо придумать какие-то альтернативные решения благодаря вот своей способности вот к этому образному мышлению. Также, если мы говорим про заболевания, то, как вы уже поняли, в астрологии Луна, конечно же, в первую очередь ассоциируется именно с эмоциональными и психическими состояниями человека. И поэтому вполне можно говорить про какие-то эмоциональные расстройства, да, либо там может быть проявлена склонность к депрессиям, к каким-то паническим атакам. Луна – это у нас также про проблемы с желудочно-кишечным трактом, плюс Луна может указывать на проблемы со сном и может вызывать бессонницу или неприятные сновидения. Также может давать, например, мигрень, астму, либо проблемы с женскими органами и репродуктивной системой. Да, например, там, проблемы с менструальным циклом, бесплодие, гормональные сбои и так далее. В астрологии Луна символизирует у нас день недели понедельник. Понедельник, как первый день недели, воспринимается как день нового начала, подобно новой Луне, которая также символизирует новый цикл и возможности. И все свои новые дела, да, люди, как правило, начинают именно с понедельника. То есть на диету они садятся с понедельника, проекты какие-то важные запускают с понедельника, совещания тоже устраивают по понедельникам и так далее. И вот сейчас я вам, кстати, расскажу про вот это новое начало. Вы знаете, что есть у нас новолуние и полнолуние. Они происходят у нас стабильно каждый месяц. То есть сначала у нас идет новолуние, потом через 2 недели у нас полнолуние, потом через 2 недели у нас опять новолуние и так далее. Это такой постоянный цикл. И вот эти новолуния и полнолуния, они показывают нам именно ближайшие 2 недели. Растущая луна будет, либо убывающая. Когда луна растущая, вы знаете, все хорошо, все процветает, все растет. Когда луна убывающая, тогда желательно прощаться со старым, убирать какие-то косяки в своей жизни и так далее. Но откуда вообще луна у нас стала расти и убывать? И на этот счет есть прекрасная легенда. На самом деле в различных мифологиях их очень много, этих разных легенд про Луну. Если почитать там греческую мифологию, римскую мифологию, да и в общем мифологию других культур, то там Луна, как и у нас, собственно, в астрологии, это поистине женская планета. Она представлена прекрасными богинями и символами женского рода. Но в индийской мифологии Луна – это мужик, это бог Чандра. И вот есть такая интересная легенда, что был такой прародитель нашей Вселенной, Праджапати Дакша, и было у него 27 дочерей. То есть это наши 27 накшатр, 27 наших лунных стоянок. Сейчас поймете, вот откуда это пошло. И вот, значит, бог Чандра, то есть наша Луна, был влюблен в одну из них, самую младшую, самую милую, и звали ее Рахини. И вот пришел Чандра просить руки своей любимой к ее отцу. А отец посоветовал взять всех 27 дочерей в жены. И Чандра согласился. И получается, что 27 жен – это наши 27 накшатр, и Луна каждую ночь заходил в покой новой жены. Но так как самая любимая и прекрасная для него была Рахини, он стал у нее зависать еще больше, да, игнорируя как бы других жен. Это, конечно же, не понравилось сестрам, они пожаловались отцу, и отец, естественно, пришел в ярость от такого поведения и проклял Чандру, проклял Луну. И вот Луна стала угасать, стала чахнуть, ну а с ним, соответственно, и все живое на Земле тоже стало гибнуть, да, от обезвоживания.
Естественно, это стало вызывать недовольство. Ну, как бы Земля вымирает, но просто так отменить это проклятие нельзя было. И тут же, опять же, в разных источниках все пишут разные концовки. Кто-то пишет, что сам отец направил Чандру окунуться в священную реку и проклятие на 50% спало. Кто-то пишет, что он мантры читал. Но как результат проклятие снято на 50%, поэтому 2 недели Чандра чахнет и болеет, а 2 недели растет и наполняет все вокруг своей жизнью. И в целом, несмотря на эти легенды, все равно Луна у нас добрая, мягкая, это женская планета. Хотя вот мне кажется, в этом видео я ее расписала немножко так по скорпионе, да, как не совсем добрую и мягкую. Но чтобы сделать ее доброй, мягкой и покладистой, конечно, приходите на интенсив «Узнай секреты своего гороскопа», где вы научитесь выводить Луну в положительное русло и прокачивать важные для нашей ежедневной жизни планету. Ссылку вы видите сейчас где-то здесь на экране, а также в описании под видео и в закрепленном комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, буду рада вас видеть на интенсиве и до новых встреч!